Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео будем вязать стильную, красивую повязку на голову, объемная коса. В предыдущем видео я вязала в таком же стиле повязку на голову, только крючком. Переходите по подсказке или по ссылке под видео. Те, кто умеет вязать крючком, вы можете связать точно такую же повязку на голову. Ну а в этом видео я расскажу, как связать повязку на голову спицами. Те повязки, которые я связала крючком, у меня моментально разошлись. Даже нет вам показать, как выглядят повязки, связанные крючком, для сравнения. И я решила навязать, так как много заказов, повязки спицами. Они более эластичные, хорошо сидят на голове и смотрятся очень красиво. И будет интересно тем, кто вяжет спицами, как связать такой красивый аксессуар на голову. Для вязания я буду использовать пряжу из Троицка. Это полушерсть, 50% шерсть, 50% акрил. Моточек 100 грамм, 250 метров. На одну повязку потребуется примерно 70 грамм пряжи. В конце видео я вам точно скажу. И также потребуется 3 чулочные спицы. У меня это спицы номер 3,5. Итак, приступаем к вязанию. Перед тем, как начать вязать любое изделие, я всегда рекомендую связать образец узора. Повязку будем вязать полупатентной резинкой. И вы можете использовать пряжу любой толщины, то есть у вас может быть любая другая пряжа, подобранные под эту пряжу спицу. И связав образец, вы по плотности вязания рассчитайте, сколько вам нужно набрать петель, чтобы повязка была и нужной ширины, и на нужный размер. Но так как вязка спицами довольно эластичная, вот здесь я предлагаю связать повязку на голову по моим расчетам от 58 до 62 размера. То есть она довольно эластичная и хорошо, как бы универсального размера получается. И в ширину связанная повязка получается примерно 10-11 сантиметров. Вот половинка полосы примерно 3-3,5 сантиметров. Если у вас будет другая пряжа, допустим, толще или тоньше, то, возможно, вам нужно изменить количество петель и количество рядов при вязании повязки на голову. А я вам предлагаю вязать по моим расчетам, если у вас примерно такая же нить и такие же спицы вы используете. Итак, для начала вязания повязки я набираю на спицу 22 петли. 20 петель для узора и 2 петли как кромочные будут. Приступаю к вязанию полупатентной резинки. Первую петлю снимаю, следующую провязываю лицевой, следующую петлю снимаю с накидом, расположив рабочую петлю впереди, и она сверху спицы ложится как накид. Далее повторяю: лицевая, петлю снимаю, лицевая, петлю снимаю с накидом, не провязывая, лицевая, петлю снимаю, лицевая, петлю снимаю, лицевая, петлю снимаю. Последняя петля кромочная, ее провязываю изнаночной. Провязав первый начальный ряд узора, поворачиваю работу и начинаю вязать второй ряд, продолжая формировать узор резинки. Первую петлю снимаю рабочая нить за вязанием, чтобы образовался петельный край кромочный. И теперь начинаю, также провязываю все лицевые петли,
так как в предыдущем ряду мы снимали их, то здесь провязываю первую петлю с накидом, как лицевую. Следующая петля изнаночная, которую в предыдущем ряду вязали лицевой, ее снимаю, расположив рабочую нить впереди, как с накидом. И повторяю: лицевую с накидом провязываю, изнаночную с накидом снимаю, лицевую с накидом провязываю, изнаночную с накидом снимаю. И так выполняю до конца ряда узор. Заканчиваю ряд. Предпоследняя петля ряда изнаночная снимаю с накидом и кромочную петлю провязываю изнаночной. Поворачиваю работу. Связано 2 ряда, и в начале мы вяжем эту полоску всего 10 рядов. Третий ряд уже идет полноценный. Первая петля кромочная снимаем, чтобы сформировать петельный край, рабочая нить за вязанием. И в этом ряду, как и во всех следующих, лицевые с накидом провязываем, изнаночную снимаем, сделав накид. Лицевую с накидом провязываем лицевой, изнаночную снимаем с накидом сверху. В конце ряда изнаночную снимаем, сделав накид, и последняя кромочная петля идет, провязываем ее изнаночной. Поворачиваю работу. 4-й ряд вяжем точно так же. Первая кромочная снимаем, располагая нить за работой. Далее лицевые с накидом провязываем, изнаночную снимаем, сделав накид. Лицевые все провязываем с накидом, изнаночные снимаем с накидом сверху. И так, как я и сказала, вначале вяжем так 10 рядов от наборного ряда. От наборного ряда я провязала 10 рядов. Количество рядов считаем по дорожкам лицевых петель. Высоту 1, 2, 3, 4, 5 петель. Это значит, что провязано 10 рядов. Смотрим, чтобы и на обратной стороне тоже в дорожках лицевых петель было 1, 2, 3, 4, 5. И здесь вот в начале получается такая пока короткая полоска. После перехожу на вязание полосы по частям. Мне необходимо вывязать отверстие в центре, поэтому я провязываю полоску наполовину. Вначале провязываю 11 на 11 петель. Первую петлю снимаю, вторую лицевую провязываю с накидом, изнаночную снимаю с накидом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последнюю петлю провязываю изнаночную, она будет кромочной. То есть у меня всего количество петель 22, я их разделила пополам, и теперь буду вязать сначала полоску одну часть, потом буду довязывать вторую полоску. Буду вязать первую половину, так же как и вторую, на 20 рядов. То есть в начале было на 10 рядов, а сейчас мы переходим на вязание на высоту 20 рядов. Поворачиваю работу, первую петлю снимаю, вторая идет по рисунку, вяжем изнаночная, значит снимаем ее с накидом. Далее лицевую с накидом провязываю, изнаночную с накидом снимаю, лицевую с накидом провязываю, изнаночную с накидом снимаю. И так до конца этой части полоски. Последняя кромочная,
Поворачиваю работу и, в общем, продолжаю вязать узор до высоты полоски 20 рядов, как я и сказала. И тоже буду считать по лицевым петелькам количество рядов. Закончив вязать одну сторону полоски, нужно обрезать нить. Далее кончик нити будем маскировать. И присоединяю нить ко второй половине, начинаю вязать вторую часть полоски. Я делаю вот так вот на спице петлю. Еще хотела заметить, что обязательно заканчивайте полоску вязать в центре. И начинаем вязать новый ряд. Я сделала на спице начальную петлю и присоединяю нить тоже в центре. Вот вначале провязываю лицевую с накидом, далее изнаночную снимаю, лицевая с накидом, изнаночная, лицевая с накидом, изнаночная. Заканчиваю ряд и в обратную сторону. Провязав вторую половину полоски тоже на 20 рядов, то есть считаем здесь 10 лицевых петелек, прибавилась в высоту. И теперь вяжу один общий ряд, то есть соединяю эти две полоски, чтобы вот в центре появилось такое отверстие. И здесь вяжу, как обычно, резинку, лицевые с накидом провязываю, изнаночные снимаю, сделав накид. И в конце полоски здесь включаю вот кромочные вязание, то есть изнаночная снимается. И здесь пока провязываем просто лицевую, изнаночную снимаем с накидом, лицевую с накидом провязываем. То есть продолжаем вязать по рисунку. И теперь вяжем высоту 20 рядов, общую, как бы одну полоску, обе половинки вместе. Итак, я вяжу полоску на нужную длину по обхвату головы, и в центре у меня через вот равные промежутки, то есть здесь 20 рядов, здесь 20 рядов, здесь 20 рядов отверстия, 20 рядов вместе цельную полосочку вяжу. Итак, у меня получается 5 отверстий, и после пятого отверстия я вяжу 10 рядов, вот такой вот короткий промежуток, и после закрою все петли. Дорогие рукодельницы, я возвращаюсь к видео. Я связала полоску на нужную длину, которая равняется обхвату головы, с 5 отверстиями в центре. Длина отверстия 20 рядов, между отверстиями 20 рядов. В начале провязано 10 рядов, и после последнего отверстия тоже я выполнила 10 рядов резинки пышной и закрыла петли, оставив такой длинный конец нити, чтобы в конце сшивать начало и конец этой полоски. И вторая деталь повязки: для формирования объемной косы мы вяжем точно такую же вторую полоску. Вот тем же самым узором. Также вывязано 5 отверстий. И когда у вас две полоски будут связаны, начинаем заплетать их в косу. Складываем полоски вместе, вот сверху одну, и которая полоска сверху, начинаем ее переплетать. Берем полоску и протягиваем ее через первое отверстие практически на всю длину. Смотрите, вот так вот оставляем совсем небольшой кончик. Теперь у нас первая полоска оказывается сверху. Мы ее берем и протягиваем сквозь первое отверстие. То есть вот оно. Смотрим, чтобы здесь не вылез через это отверстие. Первая полоска. И вот первое переплетение косы
получилось. Вновь у нас полоски поменялись местами. Та, что сверху полоска, мы ее берем и протягиваем сквозь второе отверстие полоски, которое внизу. Придерживаем здесь пока тоже вот кончик полоски. И посмотрите, вот она формируется коса. Расправляем ее. Не даем перекручиваться по связанному полотну. Теперь вновь берем полоску, та, что оказалась сверху, и протягиваем сквозь второе отверстие. Смотрим, чтобы у нас все отверстия были переплетены, то есть не было пропусков, чтобы коса была равномерной. И протягиваем. Сильно не затягиваем, расправляем полотно и продолжаем заплетать косу. Вот такая коса получилась из двух полосок. И последнее переплетение, та, что сверху, вот этот вот совсем короткий отрезок, мы должны пропустить сквозь последнее отверстие полоски, что ниже. И теперь смотрите, здесь можно будет полотно немножко отпарить, чтобы оно размягчилось. Ну или оставить вот такую объемную вязку. Далее переворачиваем косу, совмещаем. И вот посмотрите, одна полоска соединяется. И сейчас я ее буду сшивать с помощью вот оставленного отрезка нити. И вторая полоска, вот, которая проходит, и она сверху тоже будет сшиваться. И теперь я использую иголку с широким ушком, вдеваю нить. Итак, я вдела нить в иголку и теперь буду сшивать полоску. Просто буду сшивать обычным швом. И затем замаскирую кончик нити. Друзья мои, вторая повязка на голову спицами готова. Пышная коса получилась. Эта повязка у меня получилась объемней и пышнее, так как была чуть толще пряжа использована. Но этот тоже вариант мне очень нравится. Это хотя и акрил, но он такой шелковистый и очень приятный. И у меня осталось 30 грамм пряжи, то есть больше половины 100-граммового мотка у меня ушло на вязание повязки. Друзья, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. Спасибо за внимание.